Свежая, молодая, хрустящая капуста хороша не только в салатах. Попробуйте ее в пироге из этого видео и насладитесь тем, каким нежным он получается. Более того, мы приготовим не один, а целых 2 капустных пирога, используя один рецепт. Один пирог будет более текстурным, и он однозначно понравится всем, кто любит голубцы, потому что капуста в нем будет готовиться в виде целых толстых стейков. Второй пирог будет более нежным и текстурно однородным за счет того, что овощи будут полностью залиты тестом. Зато этот пирог порадует более ярким ароматом. Он будет готовиться с полосками подкопченной грудинки, аромат которой обогатит весь пирог. Этот капустный пирог невероятно простой в приготовлении. По сути, это обычный заливной пирог, но в более свежем, обновленном варианте. Благодаря молодой капусте он получается невероятно нежным, а на основе одного рецепта мы получим целых 2 разных пирога, чтобы не было скучно. Меня зовут Галина Артеменко, и если интересно, продолжайте смотреть. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также он продублирован под видео. Если будете готовить не 2, а 1 пирог, количество ингредиентов уменьшайте. Первым делом я смазываю сливочным маслом формы, чтобы потом с этим не возиться. К списку добавьте масло для смазывания форм и сбрызгивания капусты, а также ароматные специи по желанию. Начнем с грудинки или бекона. У меня 7 полосок. 3 полоски я сразу откладываю, они пойдут для верха одного из пирогов. Если на грудинке есть кожа, ее нужно срезать. Оставшиеся 4 полоски нужно нарезать тонкой соломкой, тоже срезав с них кожу. Разогрейте большую сковородку и отправляйте туда жир и нарезанную грудинку или бекон. Готовьте на среднем огне, пока грудинка не начнет вытапливаться, но до зажаренности доводить кусочки не нужно. Этим временем нарежьте кольцами или полукольцами лук. У меня лук разного размера, так что я режу и кольцами, и полукольцами. Отправляйте лук в сковороду и готовьте, время от времени помешивая до мягкости лука. Воспользуйтесь временем приготовления лука и натрите на крупной терке морковь. У меня паническая боязнь разных терок, так что пользуюсь своим комбайном. Отправляйте морковь в сковороду к луку. Перемешайте и накройте крышкой. Пускай морковь слегка пропарится и станет мягкой. Готовьте несколько минут, время от времени помешивая. Приправьте овощи специями, солью, перцем, а я также подключила смесь к мясу, в которой есть куркума, кориандр, паприка. Выбирайте по своему вкусу или же ограничьтесь солью и перцем. Перемешайте овощи и выключите огонь. Переложите половину овощной смеси в какую-то широкую тарелку, чтобы эта часть быстрее остыла. Займитесь капустой. Разрежьте качан надвое и с центральной части отрежьте 2 стейка толщиной около 3 см. Получится очень эстетично. Остальную часть качана просто нашинкуйте. Нашинкованную часть отправляйте в сковороду с половиной овощной смеси и перемешайте. Тепло от сковородки и овощей слегка припарит капусту, а она в свою очередь слегка остудит смесь. Теперь очередь теста. В глубокую миску вбейте яйца. Добавьте сметану и перемешайте до однородности. Я использую сметану 15%. Всыпьте в смесь муку, добавьте разрыхлитель и соль. У меня 2 чайные ложки без горки, но ориентируйтесь на свой вкус. Перемешайте тесто до исчезновения комков. Разделите тесто надвое. Одну часть теста влейте в отложенную овощную смесь, ту, которая без капусты. Для удобства перемешивания я вливаю тесто к овощам в 2 приема и оставляю немного теста для верхней части пирога, примерно треть. Овощную смесь с тестом распределите по дну формы для выпечки. Сверху вылейте оставшуюся небольшую часть, вот ту самую, которая примерно треть.
Теперь погрузите в форму капустные стейки и как бы придавите их, пускай тесто немного проникнет между капустными листами. Если необходимо, можно аккуратно подрезать стейки, но у меня все вместилось. К тому же во время выпечки капуста еще уменьшится в размере. Немного присолите капустные стейки сверху и сбрызните их маслом, чтобы во время запекания они аппетитно подрумянились и аппетитно блестели. В ранее отложенную половину теста отправляйте ту часть овощей, которая с нашинкованной капустой. Перемешайте до однородности. Выложите смесь в форму для выпечки и разровняйте. Поверх пирога выложите полоски грудинки или бекона. Отправляйте пироги в духовку, разогретую до 200 градусов. Готовиться они будут примерно 45 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Уверена, такие капустные пироги понравятся даже тем, кто не очень любит овощи. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а если любите молодую капусту, загляните в описании под этим видео. Там я оставила для вас несколько вкусных ссылок по теме. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».